Друзья, я снова всех приветствую. В общем, думал, кубатурил и все-таки решил делать самолет под вот этот вот самодельный реактивный двигатель. В качестве донора решил использовать Фан-Джет, то есть вот этот маленький самолетик. Он очень хорошо летает. Ничего себе! Жесть! У меня, в принципе, задача фикс. Хоть как-то запустить этот движок в небо, немножко полетать. Это уже будет какой-то законченный проект вместе с полетом. Но для начала нужно сделать весьма большой самолет. Естественно, сюда не поставишь такой двигатель. Хочу увеличить в размерах вот этот вот Фан-Джет. Это летающее крыло. Нужно будет скопировать, сделать чертеж, скопировать профиля и скопировать центровку. Далее все это дело изготовить из пенопласта вместе со стекловолокном и попытаться все это настроить, запустить в небо. В общем, проектик должен быть, друзья, весьма интересный, как и для меня, так и для вас, потому что это тоже один из таких вызовов. Запустить вот этот движок, который раскаляется до красна. Там и сгореть этот самолет в небе может, если что-то не так пойдет. Ну, в общем, надо делать. Сейчас буду перерисовывать, переносить на миллиметровку чертеж этого самолета. Процесс пошел. Копирование. Делаю точки. Делаю с одной стороны. Вторую сторону буду копировать уже на чертеже. Потому что самолет может быть уже недостаточно симметричный. Здесь есть вот уже искошенные края. Вот, поэтому, чтобы идеально скопировать, копирую только половину. Точки ставлю по угольнику. Самолет стараюсь не трогать. И вот так вот подношу. Вот, и делаю точечку. Потом все соединю, и будет силуэт готов. Далее будет самая сложная работа. Это скопировать профиля. Нужно будет вот этот профиль скопировать. Вот здесь сечение. Вот здесь сечение. И на концах сечение тоже нужно будет скопировать, потому что желательно все это дело идеально точно повторить. Иначе так хорошо летать, как он летает, он не будет. Он, конечно, изменится из-за того, что размеры будут в несколько раз увеличены. Но все равно я надеюсь, что летные характеристики останутся весьма хорошими. После переноса размеров получился такой вот чертежик. Нагрузка на крыло здесь 36 грамм на дециметр квадратный. Тот самолет, который я планирую делать, и рассчитываю делать его с массой около 12 килограмм. И нагрузкой на крыло около 50 грамм на дециметр, то есть немножко больше. Но большие самолеты, они в этом плане немного лучше себя ведут. Меньше воздуха из-под крыла выходит из-за большой площади. Но это так, упрощенно. В общем, какие будут размеры, друзья? Тут уже произведены кое-какие расчеты. Вот этот вот самолет будет увеличен в 3,7 раза. То есть размах крыла будет 2,8 метра. Средняя ширина крыла примерно 84 сантиметра. То есть приближается к метру. Площадь крыла 236 дециметров квадратных. То есть как раз получается примерно 50 грамм на дециметр. С этим расчетом все и увеличивалось. Толщина крыла в середине будет примерно 95 миллиметров. С краю будет примерно 488 миллиметров. Очень примерно. Вот такие дела, дорогие друзья. Теперь нужно начертить большой, гигантский чертеж, посмотреть, как это в реале выглядит. Потому что в длину он получается тоже около 3 метров. В общем, такие дела. Нужно чертить и ехать за пенопластом. Все покупать. Форда надо удлинять. Да, и удлинять Форда, иначе не поместится. Ну, по максимуму делать разборное. Вот эти части крыльев можно снимать, концы. Нужно так сделать, чтобы вот это поместилось в машину трехметровая. Крылья, естественно, они легко залезут, кончики. Самолет предполагается использовать не только с турбиной, так что по-любому такой гигантский агрегат мы научим летать. По крайней мере, хотелось бы. Большой самолет очень красиво летит, видно далеко. В общем-то, одни плюсы.
Так, ну на этом, ребята, в принципе, все. Теперь вы знаете размеры будущего самолета. Я думаю, выйдет целая серия видеороликов по его постройке. Хочется сделать, конечно, максимально быстро. Ну, посмотрим, как получится. Потому что много всего нужно покупать, ездить, тратить на это время. То есть, если бы все было уже, изготовить можно довольно-таки быстро. Делать буду по схеме пенопласт обтянутый стекловолокном. Таким макаром можно довольно-таки быстро сделать. Нужно лишь скопировать вот эти профиля. Это очень важно, как я уже говорил. Ну а с этим видео, в принципе, все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. И ждем постройки этого гигантского в будущем самолета. Всем пока, до новых встреч.